Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я собрала для вас статистику. Я посмотрела, в каких странах лучше работать иммигрантам, где они больше зарабатывают, где больше или меньше безработицы для иммигрантов. А также посмотрела в США по отраслям, в каких отраслях больше всего работает иммигрантов и сколько они зарабатывают. Сразу хотела бы оговориться, мне очень хотелось собрать статистику по большому количеству стран, включая страны, которые сейчас популярны для иммиграции среди людей из СНГ, таких как Грузия, Армения, Турция и так далее. К сожалению, по этим странам хорошей статистики, которой можно доверять, нет. Поэтому в основном страны, которые я разбирала, это будут США, европейские страны и некоторые азиатские страны. А также я хотела посмотреть в США, в каких индустриях больше работает иммигрантов из каких стран. Допустим, в каких индустриях больше работает латиноамериканцев, в каких странах больше работает европейцев, в каких странах больше людей из СНГ и так далее. Но, к сожалению, опять же, на данный момент я не нашла точной статистики на этот счет. Я, возможно, дам какие-то наблюдения, которые я вижу в прессе, так или иначе, но точной статистики у меня пока что нет. Возможно, в будущем я ее найду и добавлю в следующее видео. А сейчас давайте начнем. Давайте начнем с того, в каких странах большее количество в процентном соотношении иммигрантов задействовано в рабочей силе. И, как вы видите, здесь 20 стран, на которые я посмотрела. Здесь дан год, за который статистика, то есть в основном это 22 год, иногда 21. И меня, если честно, удивило, что наибольший процент в Бельгии. Вот этого я не ожидала, и на втором месте Греция. Но это довольно маленькие страны, опять же, на третьем месте Швеция, и во всех них меньше 1 миллиона человек. А затем Канада, вот здесь уже довольно много, здесь 7,1 миллионов, и затем Германия, в Канаде и в Германии по примерно 21%. США здесь только на 8-м месте, и вот это для меня было удивительно. В США, 28,1 миллион человек, иностранцев задействовано в рабочей силе. Это максимальное число из стран, которые вы здесь видите, но в процентном соотношении это всего 16,6%. И дальше вы можете посмотреть страны, в которых меньше, чем в США. Соответственно, дальше идут европейские страны, Южная Африка. И на последнем месте Мексика 2,2%. И в Аргентине 4,5%. Я знаю, что Латинская Америка сейчас тоже является довольно популярным местом для иммиграции людей, которые эмигрируют недавно, и у них не так много вариантов для иммиграции, для легкой иммиграции. Страны Латинской Америки тоже становятся популярными странами. Но, как вы видите, в них довольно малое количество иммигрантов. Следующее, на что я смотрела, это зарплаты и безработица. И, наверное, давайте начнем с зарплат. Что я здесь собрала, это медианная годовая зарплата в стране. Опять же, в странах, допустим, таких как США, федеративных, это будет средняя зарплата по стране, то есть в разных штатах она может довольно сильно отличаться. И налоги, тоже налог будет посчитан как средний налог по стране, потому что в США, допустим, в разных штатах разная налоговая система в плане того, что федеральный налог будет одинаковый, а налог штата будет отличаться. То есть вот этот налог посчитан на вот эту медианную зарплату, и это средний налог будет по разным штатам. То есть, допустим, в нашем штате Вашингтон, скорее всего, налог будет чуть ниже, потому что у нас нет налога штата, а средняя зарплата, скорее всего, медианная будет чуть выше. Но, как вы видите, это просто статистика для сравнения разных стран, и отранжирована она по зарплате, которая остается у людей на руках после оплаты ренты. И я сейчас объясню, как вы видите, Сингапур на первом месте. Медианная годовая зарплата $74 500. Довольно маленький налог по сравнению с другими странами, 16,7. Здесь посчитано, сколько после налогов у людей остается денег. То есть, соответственно, это
годовая зарплата, умноженная на единицу минус 16% налога и поделенная на 12 месяцев. То есть в Сингапуре после уплаты налогов у людей на руках остается $5174. Как вы видите, это не самая высокая здесь зарплата. Самая высокая будет в Швейцарии после уплаты налогов, несмотря на то, что здесь налог повыше. Но после аренды в Сингапуре у людей остается больше всего денег. То есть как прокси аренды я смотрела на one bedroom. Это квартира с одной спальней, и в Сингапуре эта квартира будет стоить $1762. Соответственно, после уплаты аренды на руках у людей в Сингапуре остается $3412. Из-за того, что в Швейцарии аренда выше, у людей на руках останется примерно на $200 меньше. Но Сингапур и Швейцария, насколько я понимаю, это довольно сложные страны для иммиграции, и туда не так легко попасть. А в США в этом плане попасть легче. Эта страна активно принимает беженцев из некоторых стран. В то же время здесь есть рабочая иммиграция, которая, конечно, более сложная, потому что здесь есть лотерея, но она очень активная. США в данном случае на 3-м месте. Сколько у людей остается после уплаты налогов, это $3170. Конечно, в разных странах вот эта сумма, которая остается после уплаты налогов, будет означать, в принципе, разные вещи, потому что, допустим, в США стоимость жизни будет намного дороже, чем, например, в Германии. Я просто это знаю, потому что мы думали в какой-то момент переехать в Германию, мы довольно много там путешествовали, я знаю, что там, допустим, продукты питания стоят значительно дешевле, чем в США. Не совсем корректно сравнивать, допустим, там 3170, которые у вас остались на руках после аренды в США, и 2000 в Германии. Нужно еще как-то сравнивать примерно, сколько у вас будет уходить на еду и другие расходы. Но для сравнения такого быстрого, это нормально. Что меня еще удивило в этой таблице, на что я хотела обратить внимание, меня удивляет, что здесь 16,7, но я надеюсь, что этому источнику можно доверять. Еще что меня удивило, то, что в Германии по сравнению с другими европейскими странами не такой высокий налог. Допустим, в Скандинавии, в Швеции, в Норвегии он значительно выше, в Дании тоже и в Финляндии. Вот, соответственно, вся Скандинавия значительно выше налог, чем в Германии. И где-то еще я видела в Нидерландах очень высокий налог. Но при этом я слышала очень много про высокие налоги в Германии, и, насколько я понимаю, налоги сильно увеличиваются, когда вы зарабатываете больше, чем вот эту среднюю зарплату, медианную. То есть, если вы зарабатываете там $80 тысяч или ближе к $100 тысячам, вы будете платить уже значительно более высокий налог в Германии. Но на медианную зарплату налог довольно средний для Европы, и, соответственно, на руках остается $2054 после оплаты аренды. На что еще я хотела бы здесь обратить внимание, это вот, допустим, UK. Если честно, Англия меня удивила, что на руках остается не так много денег, всего $1264. Такие страны, как Италия, Франция и Испания, в них остается примерно около $1000. И налоги, кстати, в Италии такие же, как в Германии, а вот во Франции и в Испании чуть-чуть пониже. И Нидерланды огромный налог и не такая большая зарплата, поэтому здесь остается на руках даже меньше $1000. Интересно. Вот, кстати, мы с Юрой в какой-то момент подумывали переехать в Нидерланды. Опять же, когда мы жили в Литве, наш основной план был остаться в Европе, получить литовское гражданство и потом переехать куда-то в Западную Европу. И мы рассматривали вот в том числе и Нидерланды в последний момент, потому что мне нравилась Германия. Юре в какой-то момент она тоже нравилась, но потом разонравилась. Мне нравится все вот это вот суперупорядоченное, когда люди следуют правилам, четкость, соблюдение каких-то законов и так далее.
Юре, наверное, это не очень нравится. Юра хотел очень в Скандинавию. Мне, в принципе, тоже очень нравится Скандинавия всем, кроме погоды, поэтому я наотрез отказывалась ехать на север. Вот. А Нидерланды были как раз местом, в которое мы приехали, и прям мы оба влюбились в Амстердам, в Роттердам, в Гааге мы еще были. И вот как раз после этой поездки мы подумывали, что, возможно, вот Нидерланды — это такое место, которое нравится нам обоим. Но мы не настолько серьезно его рассматривали, чтобы прямо уже приценяться, чтобы считать, сколько что стоит, сколько мы сможем там зарабатывать. Ну и да, цифры вот эти средние показывают, что, возможно, это не самое лучшее место в Европе. И Гонконг, если честно, меня вообще удивляет. Здесь не очень высокий налог, но здесь довольно низкая зарплата и какая-то просто безумная аренда. Я думаю, это связано с тем, что это очень маленький остров, и там довольно много людей уже живут, и, возможно, не так много свободного жилья. Но, как вы видите, арендная плата за one bedroom здесь в 3 раза больше, чем в США. Так-то. И, соответственно, у людей денег, к сожалению, не остается. Минус $1000 остается на руках после уплаты аренды у людей, которые зарабатывают среднюю зарплату в Гонконге. И последнее, наверное, что я хотела сказать, что вот эта аренда средняя тоже, опять же, это такая цифра усредненная по стране. В разных местах, в разных штатах эта цифра может сильно отличаться. Допустим, в видео, когда я говорила про выбор штата, я говорила, что у нас в Сиэтле арендная плата однокомнатной квартиры будет где-то от $1500 до $2000 в месяц. Причем 1500 это будет где-то в удаленных районах города, а в центре будет 2 и, может быть, даже выше, может быть, $2500 в месяц. То как бы в 2 раза больше, чем средняя стоимость по стране. Поэтому эта таблица просто для сравнения стран, не для того, чтобы вам считать, сколько конкретно вы будете тратить в том или ином месте. Я думаю, по другим странам тоже, допустим, Германия, это не будет арендная плата в центре Берлина, Мюнхена или Франкфурта. Кстати, я слышала, что в Германии, в Берлине арендная плата ниже, чем в некоторых других городах. Например, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что я слышала, во Франкфурте арендная плата дороже, чем в Берлине. Если вы живете в какой-то из этих стран, в каком-то определенном городе, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас в городе средняя зарплата, сколько у вас стоит средняя аренда и сколько остается у людей на руках. Будет очень интересно это почитать. А теперь давайте перейдем к безработице. Значит, здесь уже меньше стран, по которым я могла найти статистику, но какие есть. И, соответственно, здесь статистика по безработице людей, которые недавно приехали в страну, recent immigrants. Long-term immigrants — это люди, которые давно живут в стране, но они иммигранты. Последняя колонка — это люди, которые родились в этой стране. И, как вы видите, recent immigrants обычно считается те, кто приехали в последние 3-5 лет. Для разных стран определение будет немножко разниться. Но да, 3-5 лет в стране — это недавний иммигрант. То есть, допустим, мы с Юрой все еще являемся недавними иммигрантами в США. Вот скоро у нас будет 3 года этим летом. И, соответственно, долгосрочные иммигранты — это те, кто приехали в страну раньше, чем 3-5 лет назад. И мы можем посмотреть, насколько безработица для новых иммигрантов отличается от безработицы для людей, которые уже пожили в стране, и безработицы людей, которые родились в этой стране. Как вы можете видеть, в США практически самая низкая безработица по всем этим категориям. Вы можете видеть это коэффициенты, то есть насколько, допустим, безработица по недавним иммигрантам отличается от безработицы людей, которые родились в стране. И, соответственно, в США недавние иммигранты, по ним безработица в 2,1 раза больше, чем безработица у тех, кто родился. Давнишние иммигранты в 1,4, ну, то есть примерно в 1,5 раза больше по ним безработица, чем по людям, которые родились в стране.
Как вы можете видеть, США довольно низкая безработица в принципе, за ней идут Австралия и Великобритания тоже с довольно низкой безработицей, и коэффициенты примерно похожие, даже вы можете видеть, что в Австралии и в Великобритании чуть меньше разрыв между новыми иммигрантами и теми, кто родились в стране. Кстати, в Европе тоже единственная страна, где большой разрыв, это Германия. Вы можете видеть, давние иммигранты в Германии, у них разрыв с теми, кто родился, такой же, как в США у недавних иммигрантов. По всем остальным европейским странам эти коэффициенты не такие высокие, то есть безработица по людям, которые приехали, и людям, которые родились в стране, она довольно схожая. Но при этом вы можете увидеть, что это Канада, по ней безработица выше, чем в США, UK, Австралии, но ниже, чем в Европе. Но в Европе довольно высокая безработица. Если не считать Германии, где безработица, кстати, для тех, кто родился, даже ниже, чем в США, то по всем остальным европейским странам безработица, к сожалению, не очень хорошая. Вот вы можете видеть Францию, Италию и Испанию. Испания, причем хуже всего, 12% для людей, рожденных в стране, и 13,6% для недавних иммигрантов. А если вы едете в эти страны, подумайте, возможно, вам желательно иметь работу до того, как вы приедете в страну, на которой вы можете что-то зарабатывать в первое время. Сюда я добавила, соответственно, зарплаты из предыдущей таблички, которую мы смотрели. Это зарплаты после уплаты аренды. То есть это соответствует колонке S, вот этой, в предыдущей табличке. И вы можете посмотреть, да, США в этом плане, конечно, выигрывает не только по безработице, но и по зарплатам. А в колонках J и K я хотела примерно показать, какая будет зарплата, учитывая безработицу. То есть я из этой зарплаты вычитала единицу минус безработицу для новых иммигрантов и единица минус безработица для людей, которые долгое время в стране, чтобы посмотреть, возможно, какие-то страны становятся более или менее привлекательными с учетом безработицы. Но, кстати, не совсем корректно. Наверное, нужно было вычитать безработицу из месячной зарплаты и потом вычитать оттуда арендную плату, чтобы просто примерно прикинуть. Наверное, это неплохой прокси, и вы можете видеть, что США все равно продолжает выигрывать по всем показателям. Европейские страны показывают себя хуже, но все равно Германия, в принципе, самая лучшая из европейских стран. Да, по Корее, по недавним иммигрантам статистики нет, поэтому эту цифру нужно отсюда исключить. С учетом безработицы не то чтобы сильно менялась картинка. Я не вижу, чтобы здесь что-то стало катастрофически лучше или хуже с учетом безработицы. Еще одна табличка, которую я хотела вам показать, это по уровню образования людей. То есть я нашла статистику по безработице только по вот этим 5 странам, США и 4 европейских страны, по уровню образования. То есть первая колонка здесь это меньше, чем школьное образование, неоконченное среднее образование. У людей, которые родились за рубежом, безработица здесь 8,5%, у местных 3,7%. И вот здесь самый высокий гэп между людьми, которые иммигранты, и теми, которые здесь родились. Здесь, к сожалению, нет уже разделения на новых и не новых иммигрантов, такой статистики нет, так что здесь рассматриваются в принципе иммигранты, независимо от того, когда они приехали. Вторая графа — это законченное среднее образование. High school — это то, что в нашем понимании школа. Полная школа. Здесь уже 1,5 на 50% выше безработица у иммигрантов по сравнению с местными. И, как вы можете видеть, в принципе, безработица иммигрантов при наличии полного среднего образования сильно снижается. Третья колонка — это college или associate degree. Это техническое образование, то, что у нас называется колледж, училище, то есть это не высшее образование. И здесь опять же снижается процент по обеим категориям и иммигрантов, и рожденных в стране. И последнее — это люди, у которых есть высшее образование и больше, то есть, возможно, мастер, кандидатское тоже сюда входит. И опять же,
процент безработицы снижается. Гэп здесь между двумя категориями такой же в 50%, но посмотрите, насколько низкая безработица. То есть у иммигрантов безработица 2,6%, у людей, которые рождены в стране, 1,7%. Вообще 1,7% безработицы – это ужасная нехватка народа. То есть считается, что нормальная безработица, это около 5%, когда все, кто хотят работать, они работают, может быть, 4-5%. То есть, в принципе, сейчас безработица в США средняя 3,5 у тех, кто родились. И это низкая безработица. Это значит, что людей не хватает. Теперь вы можете посмотреть европейские страны. Здесь уже будет 3 категории, то есть меньше, чем среднее образование, то есть неоконченная школа, оконченная школа и некое высшее образование, то есть здесь уже нету этого колледжа. Но вы можете посмотреть по 3 категориям, и вы можете видеть, насколько выше в Европе безработица по всем из этих категорий. То есть если вы можете видеть, во Франции высшее образование 6,6% для иммигрантов безработица, 4,7% для тех, кто родился в стране. В США без школьного образования те, кто родились в стране, имеют безработицу 3,7%. Просто со школьным дипломом 5% безработицы у мигрантов в США. Такой безработицы чаще всего нет даже с высшим образованием в европейских странах. Вот вы можете видеть, с высшим образованием иммигранты имеют безработицу 6,6% во Франции, 6,2% в Италии, 8,4% в Испании. Вот только в Германии она 4,2%, что очень близко к тому, что считается естественная безработица, когда все, кто хотят работать, они работают. И последнее, что я хотела вам показать, это в каких индустриях работают иностранцы в США, и какая у них средняя зарплата, и какая у них безработица. Наверное, давайте начнем вот с этой таблички. Вы можете видеть процент иммигрантов, процент людей, которые не родились в США, которые задействованы в той или иной профессии. И вот вы можете видеть на первом месте это personal care and service — это какие-то, это, скорее всего, какие-то уходовые сервисы. Там, допустим, парикмахерские, уход за лицом, ногти и так далее. Больше всего иммигрантов в этой индустрии, но здесь довольно низкие зарплаты. Всего 38 тысяч долларов в год, это 200 тысяч долларов в месяц, что довольно низко для США. Если мы сравниваем со средней арендой, то средняя аренда была 1200, то есть 2000 останется у этих людей на руках после оплаты аренды. На эти деньги можно жить. То есть это действительно низкая зарплата, но если вы не живете, допустим, в Сиэтле, а в каком-то месте подешевле, то на эти деньги вполне можно жить. И, кстати, я вам покажу чуть попозже сайт, с которого я брала эти средние зарплаты. Единственное, что это средняя зарплата, а не медианная. До этого мы смотрели на медианную зарплату. То есть медианная зарплата — это столько, сколько зарабатывают наибольшее количество людей, которые работают в этой профессии. А средняя — это просто средняя арифметическая, когда все зарплаты в этой профессии складываются, делятся на количество людей. И обычно, когда мы говорим о зарплате, средняя зарплата будет несколько выше, чем медианная, потому что будут люди, которые зарабатывают очень много. То есть, допустим, когда я смотрю на зарплаты, я обычно смотрю на медианные. Сейчас у меня медианных нет. Я бы, наверное, немножко еще процентов 5-10 с этих зарплат бы убирала, чтобы получать медианную. Итак, вторая индустрия, в которой работают иммигранты, это строительство. И extractive — это, скорее всего, имеется в виду добыча природных ресурсов. Тоже 24,4% людей. И здесь уже выше зарплаты. То есть 61 500, 5125 в месяц. Кстати, забыла сказать, это до уплаты налогов. Здесь я уже налоги не считала, потому что в США от того, сколько вы зарабатываете, зависит, сколько вы платите налогов. Чем больше вы зарабатываете, тем больше у вас будет налоговая ставка. И да, здесь я ее уже не рассчитывала. Да, кстати, поэтому из этих 3200 нужно не только вычитать аренду, нужно еще убрать из них, наверное, процентов 15 налога.
Вот. Затем производство 24% и зарплата чуть выше, чем в сервисах, но все равно невысокая. Вы можете посмотреть дальше. Если мы говорим о высоких зарплатах, бизнес, финансы и IT, как вы можете видеть, их все объединили. 17,7% иммигрантов, и средние зарплаты намного выше, уже 90 580 в год. Это 7500 в месяц до налогов. Но, кстати, если мы будем смотреть только на IT, зарплаты в IT будут значительно выше. То есть зарплаты в IT могут быть 150 тысяч в год, 200 тысяч в год, могут быть и 300, и 400, если это топовые специалисты. Но здесь из-за того, что их всех собрали в одну кучу, и бизнес, и финансы, и IT, вот получилась усредненная зарплата в 90 тысяч. Затем идет 15% это фермерство, рыболовное и лесное хозяйство. Здесь тоже небольшие зарплаты. И вот, кстати, в этой индустрии очень много латиноамериканцев. И здесь много еще людей, которые приходят на сезонную работу. Допустим, они какое-то время проводят в США, работают в сельском хозяйстве, потом уезжают обратно к себе в страну. Вот. В продажах 12% и менеджмент 12%. Менеджмент, насколько я понимаю, здесь имеется в виду управляющий менеджмент, и поэтому наиболее высокие зарплаты 137 тысяч до налогов в год, 11 500 в месяц. И теперь, если мы посмотрим по безработице, здесь я все эти должности отранжировала по самой маленькой безработице. И, как вы можете видеть, самая маленькая безработица в legal – это юридические услуги. И здесь тоже очень высокие зарплаты, то есть 133 800 средняя зарплата в год, 11 100 в месяц. То есть вот это очень неплохо быть юристом в США. Но, как вы можете видеть, он не входит в список топовых профессий, где работают иностранцы. Я думаю, обусловлено это тем, что должна быть для legal должна быть местная лицензия, точно так же, как и для врачей, потому что право в США может очень сильно отличаться от права в другой стране. И, соответственно, вы не сможете, скорее всего, если вы приехали и были юристом в другой стране, вы, скорее всего, не сможете сразу же начать работать юристом в США. Затем в образовании тоже низкая безработица, но не очень высокие зарплаты, но при этом не очень низкие, довольно средние. В сельском хозяйстве всегда низкие безработицы, всегда нужны люди, но очень низкие зарплаты. А затем идет, вот, соответственно, бизнес, финансы и IT с большими зарплатами, и менеджмент, топ-менеджмент всегда нужен. Но в топ-менеджмент довольно сложно попасть сразу. Обычно, когда вы приезжаете, вы все-таки работаете на каких-то профессиональных должностях и потом растете в топ-менеджмент. Ну, если только вас не привезли сюда как топ-менеджера уже по рабочей визе. Здесь есть healthcare support. Это для контекста в медицине очень высокие зарплаты в США, но это помощники в медицине. То есть, допустим, люди, которые помогают на операциях, это, скорее всего, люди, которые даже не медсестры, медбратья. То есть для того, чтобы стать здесь медсестрой, медбратом, нужно высшее образование бакалавра, а вот, скорее всего, support, это вы можете посмотреть, кстати, об этом видео с интервью Наташи, которая 28 лет в США, я оставлю здесь ссылочку на это видео. Она как раз рассказывала, что она приехала, и она училась на курсах, меньше года у нее это заняло, на помощника на операциях. И вот, как вы можете видеть, невысокая безработица здесь, но и довольно невысокие зарплаты. Хотя мне кажется, что тоже будет сильно отличаться от конкретной функции. Затем в продажах тоже не очень высокие зарплаты, но чуть-чуть повыше. Дальше, если мы посмотрим, где довольно высокая безработица, на самом последнем месте это приготовление еды. Ну, то есть, скорее всего, это ресторанный бизнес, повара, официанты, низкие зарплаты и высокая безработица. Не очень жизнеутверждающе это выглядит. Вот. Соответственно, можете посмотреть подробнее дальше все эти таблички. Я прикреплю
ссылку на эту мою табличку в описании. А что еще я хотела вам показать напоследок, это данные по зарплатам, откуда я брала данные по зарплатам. И вы можете увидеть, что эти данные от мая 2023 года, здесь я оставила ссылочку, а сейчас я вам, собственно, покажу, как это найти. То есть вы заходите на сайт Американского бюро of Labor Statistics, это статистика по трудоустройству, и здесь в поиске, то есть вот в этом поиске вы вводите Occupation, Employment and Wages, и вот второй ссылкой оно выдает последние данные. В данном случае это за май 2023 года. И вот, собственно, как они выглядят. Май 2023 года. Здесь перечислены основные отрасли. Здесь перечислены, опять же, все эти отрасли и подотрасли. То есть, если вы хотите найти ту или иную отрасль, вы можете просто вбить здесь текст в этом окне, и он вам найдет. Вот, допустим, я искала Production Occupations, давайте поищем. Вот, Production Occupations, это будет основная индустрия. Она будет заканчиваться на 4 нуля. А это подиндустрия, то есть какие-то конкретные вещи, конкретные профессии. Но в данном случае мы смотрим на всю большую индустрию. Что он нам здесь показывает? Employment – это то, сколько людей задействовано в этой индустрии. Это средняя ошибка 0,1%. Вы можете увидеть здесь, чем ниже эта цифра, тем больше вы можете доверять статистике. То есть 0,1% довольно неплохо. Это сколько людей задействовано в этой конкретной области на 1000 человек. То есть из 1000 работающих человек, сколько человек работает вот конкретно в производстве? 57,7 человек на 1000 вакансий. То есть где-то 5,8% от всего работающего населения задействовано в производстве. Медианная зарплата в час, средняя зарплата в час, как я вам уже раньше говорила, медианная всегда будет немножко ниже, чем средняя, и мне кажется, что медианная – это лучший показатель. Вы можете видеть, медианная где-то на 10% пониже, чем средняя. Но, к сожалению, годовая зарплата здесь указана только средняя, и вот, собственно, вот эта годовая зарплата – это то, что я добавляла в свои таблички. И вот это вот опять это ошибка, то есть чем ниже, тем больше вы можете доверять. Давайте еще что-нибудь здесь посмотрим. Давайте, допустим, посмотрим sales. Сколько будут зарабатывать sales. Вот вы можете видеть sales and related occupations. Та же самая статистика. Вот здесь, кстати, эта ошибка побольше, чем она была в производстве. То есть мы можем меньше доверять этим данным. И здесь, кстати, больше разрыв, как вы можете видеть, между медианной и средней зарплатой. Очень существенный разрыв. Возможно, поэтому и ошибка довольно большая. Но мы можем зайти внутрь. То есть мы можем кликнуть на эти Sales and Related Occupations. И здесь, во-первых, вы можете посмотреть percentile, то есть это будет 10% самых низких зарплат в sales зарабатывают всего $12,4 в час, 25,8 тысяч долларов в год. Это безумно мало, на такие деньги невозможно прожить. Те, кто зарабатывает максимальное количество, то есть топ-10% людей в продажах зарабатывают 98 тысяч долларов в год. И вот, соответственно, медианная. Вот, кстати, здесь есть медианная. То есть вы можете видеть, да, средняя 53 тысячи, медианная 36,7 тысяч. Очень серьезный разрыв. Вот. И это то, на что я на самом деле вам советую смотреть, медианная зарплата. Дальше вы можете посмотреть уже по индустрии. Это сначала показывается индустрии, в которых большее количество людей задействовано внутри sales, то есть больше всего работают в ритейлерах. Ритейлеры – это магазины физические, то есть это продавцы-консультанты в магазинах. Отдельной категории идут ритейлеры, которые продают еду и напитки, то есть продуктовые магазины. Потом идут бензин, заправочные станции и так далее. Вы можете посмотреть, сколько людей работает в той или иной профессии. Вот. И, соответственно, средние зарплаты по ним. Затем вы можете посмотреть индустрии, в которой наибольший процент продавцов.
из всех сотрудников, которые работают в этой индустрии. И вы можете посмотреть, кто больше всего платит сейлс-менеджерам, какие индустрии больше всего платят сейлс-менеджерам. То есть вы можете посмотреть, допустим, в инвестициях, да, неудивительно, наибольшие зарплаты, средняя зарплата здесь 146. Мы смотрели, что средняя, в принципе, по индустрии 53. То есть в 2,5, почти в 3 раза выше платят в инвестициях. И затем мы можем посмотреть также статистику по штатам. То есть мы можем посмотреть, в каких штатах больше всего, допустим, люди работают в продажах. Наш штат Вашингтон один из таких штатов. Но вы можете посмотреть Вашингтон, Калифорния. Вы наводите сюда, появляется еще какая-то статистика дополнительная по штату. Техас и восточное побережье, некоторые штаты Midwest, Флорида, Джорджия. Вот. При этом наименьшее количество людей в Монтане, Северной, Южной Дакоте, Вайоминге. Но здесь, в принципе, не очень много людей живут так-то. И в Аляске. Но это неудивительно, да. Затем вот эта статистика, это концентрация этой конкретной профессии в конкретном штате. То есть, допустим, есть некое среднее, сколько в среднем работает человек в продажах от общего количества работающих человек в том или ином штате. Вот это среднее, это будет единица. Если больше единицы, значит, в этом конкретном штате больше людей работает в процентном соотношении в продажах, чем в среднем по стране. Если меньше единицы, то меньше. Но, как вы можете видеть, здесь все примерно около единицы. То есть продажи довольно равномерно распределены по стране. И вот здесь вы можете еще посмотреть по штатам средние зарплаты. Кстати, интересно, высокие зарплаты в Вирджинии и Северной Каролине, они не являются штатами в принципе с высокими зарплатами. Еще вот, допустим, в Миннесоте высокие зарплаты в продажах, что для меня довольно удивительно. Но вот Калифорния, Нью-Йорк, в принципе, восточное побережье и наш штат Вашингтон, вот это уже не удивительно. Вот. И дальше вы можете посмотреть всю ту же самую статистику, только уже по графствам, по каунти, внутри штата. То есть вы можете увидеть, допустим, внутри штата Вашингтон. Самое темное здесь это наша Кинг-Каунти, где находятся Сиэтл, Талкома и Белвью, основные города штата Вашингтон. Но, в принципе, неудивительно, да, что большая часть работ находится именно здесь. Но также вы можете посмотреть все остальное тоже по разным каунти в разных штатах. На сегодня это все. Кого заинтересовало, поиграйтесь с этим сайтом. Очень советую, с сайтом Бюро статистики американского. Здесь очень много всего интересного. Вы можете потыкать на разные ссылки. Там очень-очень много статистики, то есть если вы интересуетесь американским рынком работы, сколько кто где зарабатывает, в какой конкретной индустрии, вы можете это все найти на этом сайте. До этого я показывала сайт Glassdoor, как на сайте Glassdoor искать средние зарплаты. На сайт Glassdoor люди подают статистику сами, то есть, допустим, я работаю в Амазоне, могу зайти на сайт Glassdoor и анонимно оставить там свою зарплату, причем там с разбивкой на обычную зарплату, годовой бонус, стоки, сколько мне дают, то это государственный сайт, где именно собирается официальная статистика, насколько я понимаю, по тому, как подается налоговые декларации от компаний, и вот, соответственно, это уже государство собирает эти данные. То есть вы можете поиграться, посмотреть, что вам покажет Glassdoor по той или иной профессии, что вам покажет государственный сайт. Если есть какие-то сильные расхождения, возможно, вам нужно искать какое-то среднее арифметическое между ними. На этом все. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что вы нашли в этом видео что-то для себя интересное. Пишите об этом в комментариях, задавайте любые вопросы, которые у вас остались. Я с удовольствием сделаю еще одно подобное видео, если будут интересные вопросы. Я в любом случае однозначно что-то не сказала в этом видео. Делитесь своими наблюдениями, своими историями, средними зарплатами там, где вы живете, и тем, насколько вам нравится или не нравится с экономической точки зрения место, где вы живете. Делитесь какими-то наблюдениями, проблемами, которые у вас возникают. И, конечно, подписывайтесь на канал, не забывайте лайки. И до встречи на следующей неделе. Пока-пока.